Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Как и я обещала в предыдущем видеоролике, когда показывала свою тепличку, говорила об антуриуме Симба. Я вам рассказывала и показывала, что он готовится у нас к омолаживанию. То есть у него длинный стволик, мы его присыпали грунтом второго состава, он дал корешки, и сегодня я вам предлагаю пересадить его. Давайте посмотрим для начала, что он у нас нарастил за это время. Вот. Здесь сильно хорошенько я его так присыпала. Вот видите, корешки зелененькие. С этой стороны видно. И здесь у нас... О, сейчас я поверну вам, чтобы удобненько было. Вот видите, какие богатые. Я хочу этот антуриум омолодить. То есть срезать верхнюю часть его, оставив молоденькие корешки, а корни и обрезок ствола, пенечек, оставить в старом грунте. В дальнейшем, я так думаю, что он нам даст новые молоденькие растения. Так, дальше мы уже чистить не будем. Давайте, наверное, приступим сразу к обрезке. Иногда трудно определиться, где же все-таки стоит сделать обрезку. Давайте посмотрим внимательно. Вот 3 молодых корешочка. Далее идут корни также. Вот они. Но они уходят глубоко в грунт. И нарушать вот целостность корней, как-то копать их, пытаться оттуда выкопать, это не стоит делать. Достаточно будет вот этих 4 корешков для того, чтобы растение пошло в рост. К тому же, как видите, у нас на стволике еще есть воздушные корни. Вот, можно было бы их, конечно, и подсыпать, но как-то... Вот опять же еще один корешочек. Они тоже дадут со временем хорошие корни. Итак, я предлагаю сделать обрезку вот примерно здесь, чтобы все 4 корешочка у нас остались в верхней части. Так, я уже буду обрезать и вертеть растение так, как мне будет удобно, потому что надо аккуратненько все это срезать. А вам уже потом покажу, что у меня вышло. Да. Такой всегда волнительный процесс. И не очень удобно все это делать. Так. Стараюсь, чтобы еще листочки не повредить, чтобы листочки у нас остались вместе со стволиком. Оп. Вот у нас все получилось. Как видите, 4 корешка, которые мы планировали, чтобы уши остались в верхней части. Вот они у нас здесь не повреждены. Все с ними хорошо и отлично. Здесь же у нас остался пенек с листиками, что очень и очень хорошо. В дальнейшем я потом объясню вам, что мы будем делать с этим пеньком. А сейчас надо будет нам с вами посадить верхушечку. Хорошая какая верхушка. Сейчас я уберу чешуйки вот эти лишние. Здесь, смотрите, маленький росточек. Вот когда вы убираете чешуйки, надо быть очень и очень аккуратными. Как вот видите, под вот этой вот чешуйкой идет молодой росточек. Поэтому аккуратно их убирать надо. Сейчас я уберу, и мы вместе с вами приступим к посадке. Я убрала сухие чешуйки со ствола. Хотела обратить ваше внимание. Вот одну из чешуек мы уже с вами нашли
после обрезки сразу. А вторую, вот маленькую, видите, я нашла уже после того, как убирала эти сухие чешуйки. А очищать ее дальше нет смысла, можно повредить. Поэтому я оставила ее в таком виде. И опять же, что касается вот таких вот зелененьких чешуечек. Смотрите, сейчас я найду. Вот, убирая их, я нашла еще один. Вот он где-то, вот он. Видите, росточек? Поэтому и такие сухие зелененькие чешуйки тоже надо выбирать крайне аккуратно, чтобы не повредить молодые росточки. Итак, растение готово к посадке. Срезы можно обработать сухим фитоспорином, то есть просто присыпать. Горшочек. В одном из видеороликов мы показывали вот такую сеточку. Так, наверное, лучше будет видно. Вот такую сеточку, которую мы ложили на дно горшочка. Это был как эксперимент. Ложили мы ее для того, чтобы грунт не переувлажнялся. Вдруг вы по каким-то причинам забыли слить воду из нижнего поддона. Через вот эти вот отверстия и вода будет проникать в грунт и все-таки сильно его питать. А здесь корни и загноение все-таки может пойти. Загнивание, извините. Может все-таки пойти. Мы попробовали такую сеточку, вы знаете, мне она понравилась. Я, в принципе, во всех своих горшочках использую такой. Расчет еще был на то, что корни через эту сетку не смогут проникнуть, проскочить. Ну, поверьте, проскакивает. Ну, это не мешает мне ее использовать, потому что если даже корни выскочат из вот этих отверстий покрупнее, то при пересадке извлечь, не повреждая их, нам будет довольно-таки трудно. Так что, если хотите, попробуйте. Возможно, вам тоже понравится такой вариант. Так, используем, как обычно, грунт второго состава. Приготовила, но не отжала толком. Хочу напомнить, отжимаем обязательно как можно сильнее. Вот видите, вода льется. Вот. Если не отжимать, то в такой грунт, посадив растение, можно получить негативные последствия. Так, смотрим примерно, сколько у нас грунту надо насыпать по длине самого стволика. Я хочу полностью весь стволик погрузить в горшочек вот до вот этого места. Конечно, со временем вот эти вот листики у меня подсохнут, но зато растение будет выглядеть симпатично, не будет этого страшного длинного ствола. Так, подсыпаем. Опа. Вот. Так, стой, дорогой ты наш товарищ. У меня руки. Оп, отжали. Ну вот. Почти все готово. Еще чуть-чуть и будет посажено. Так, ну вот. Верхушка у нас посажена. Теперь будем разбираться с низом. Красиво, конечно, но цветочки нам все-таки придется обрезать. Вот этот вообще у нас страшненький, старенький уже. Его давно надо было резануть. Ну, как-то все у меня. Рука не подымалась. Вообще, когда обрезают цветы, мне всегда их жалко так. Не знаю. Ну, растению сейчас нужны силы для другого. Смотрите, какой симпотненький кустик получился. Что касается этого пенька, мы сейчас присыпем те корни, которые оголили. Еще, наверное, свежего можно грунту здесь подсыпать. Вот. Растение, скажем так, почти не пострадало. Корневая система не нарушена у него, земляной ком мы не трогали, листики у этого растения есть. Так что со временем, я так думаю, он
даст новые растишки. Это могут быть пойти побеги от самого стволика, могут пойти побеги и с грунта. Будем наблюдать, смотреть. Ствол можно присыпать или помазать сухим фитоспорином. У меня сейчас на данный момент его нет, поэтому я чуть позже это сделаю. Все. С пеньком мы разобрались. Здесь мы присыпали полностью все воздушные корни. Видите, ни одного у нас не торчит на поверхности. Это тоже даст быстрый толчок для развития этого растения. Омолаживание закончено. Теперь растение отправится в тепличку, где у нас есть хорошие условия. Высокая влажность воздуха, температура и хорошее освещение. Спасибо за внимание, спасибо за участие. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!